Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade, и сегодня мы с вами будем делать радиоуправляемый самолет. Полетели! Первое, на что нам нужно, это сам самолет. Планер, который можно легко найти в любом месте, как на Алиэкспрессе, так и eBay. Именно этот я купил на местном рынке практически за те же самые деньги, которые можно купить на Алиэкспрессе. Самолет простой, ничего особенного. Здесь, если снять, находится грузик, который весит около 9 грамм или что-то в этом роде. Мы его обязательно уберем, потому что здесь будет стоять электроника, которая сама по себе будет создавать груз. Отлично, это мы убираем. А также нам нужен квадрокоптер. Квадрокоптер можно найти на любой доске объявлений. Их там очень много продаются, квадрокоптеров в сборе вместе с пультом, но с одним дефектом. Например, сломался один винт. Один винт не работает, то есть один мотор не работает. И нужно менять все 4. Люди не хотят этим заморачиваться и продают как есть. Вот такие варианты это идеально, потому что уже есть пульт, уже есть электроника управления, которая довольно-таки далеко работает. А также минимум 2 рабочих мотора, а иногда даже 3 мотора. Но нам нужно всего лишь 2. Если повезет, будет больше моторов рабочих. В данном случае мой квадрокоптер, он свое отжил. Я его уже пытался несколько раз модифицировать, переделывать. У него несколько раз уже ломались моторы. И если не ошибаюсь, у него какой-то из вот этих моторов синих, его нужно менять. А соответственно не только его, а сразу все 4 мотора, чтобы они имели одинаковые характеристики. Но я решил сделать радиоуправление для самолета. Что нам нужно? Нам нужно все это разобрать. Попробуем все 4 мотора использовать. И нужно отпаять их и запомнить, где какой мотор был подключен. Ну что ж, отпаиваем. Итак, мы все разобрали. Вот электроника и моторчики. И нужно не забыть еще про аккумулятор. Сколько все это весит, потому что вес играет роль. И моторы вместе с электроникой весят 24 грамма. Аккумулятор и почти 17, считайте, 40 грамм. В кабине самолета находится груз, и он весит 10 грамм. И если сюда установить еще точно такой же шарик, то летные характеристики самолета абсолютно не меняются. Я пробовал на этот самолет цеплять разный груз, 100 грамм для него уже неподъемно. На 100 грамм это нужно очень сильно кинуть, чтобы он полетел. Следующее, это нужно найти центр тяжести. У меня он вот здесь был. И после того, как мы соберем, установим всю электронику, нужно, чтобы центр тяжести остался на том же самом уровне. Тогда самолет сможет летать так, как и прежде. Так, что нужно сделать? Я решил, я буду устанавливать все 4 мотора. Если какие-то из них будут плохо работать, я их просто потом уберу. Но будем идти с расчета того, что 4 мотора, потому что 4 всегда лучше, чем 2. Как я их буду устанавливать, я еще не решил. Скорее всего, буду проплавливать немножко крыло, чтобы углубить туда мотор, а дальше заливать все это клеем. Я попробую сделать, и что получится, вы сейчас увидите. При помощи паяльника я сделал небольшое углубление. Сюда как раз отлично становится моторчик, который я потом еще закреплю при помощи клея. И таким образом еще для 3 моторов нужно будет сделать крепление. Вот что в результате получилось. Пазы для установки моторов. Они сюда классно становятся. Это все закрепится при помощи клея, и все будет отлично. И вот результат. При помощи термоклея я закрепил эти моторы, если не считать вот этот, который еще не остыл. Они держатся, ну, очень классно. Их разве что можно отсюда выломать, но они отсюда точно не выпадут. Итак, следующее, что нам нужно прокинуть более длинные провода. С этой стороны мы как-то установим электронику. Причем нужно будет сделать так, чтобы кнопка включения-выключения была доступна. Один важный момент, надо, чтобы электроника не была перекошена в какую-то из сторон, влево или вправо, потому что тогда одна из сторон будет работать быстрее. Если будет наклонена вперед или назад, то это не важно, потому что при наклоне вперед, то будет, например, вот эти моторы сильнее работать, а черные слабее будут. Например, синие быстрее будут работать, а черные слабее. Или если наоборот, назад будет наклонено, то тогда
когда синие слабее, а черные быстрее. Ну, в общем, вперед-назад не играют роли. Но наклон вправо-влево роль будет играть. Что нужно дальше делать? В общем, установить электронику и придумать место под аккумулятор. Итак, моторчиком я припаял провода для того, чтобы удлинить их, потому что они были короткими. Теперь что нужно сделать? Нужно здесь сделать отверстие в одну сторону и в другую сторону для того, чтобы провода вывести сюда. Как с этой стороны закрепить провода, я еще не решил. Возможно, сделаю дорожки и в этих канавках пущу эти провода, а возможно, скотчем просто сверху заклею. Смотрим на результаты. Я сделал здесь канавки, небольшие такие борозды, в которые я пустил провода, чтобы не мешали аэродинамике. Провода вывел с этой стороны и подсоединил их к плате. Также вывел провод питания, а здесь сделал место под аккумулятор. Я аккумулятор решил устанавливать не спереди, а именно здесь, в задней стороне, для того, чтобы сохранить баланс самолета, то есть центр тяжести, чтобы не было перекоса в какую-то сторону. Здесь сделал прорез побольше, паз побольше, для того, чтобы можно было аккумулятор сместить более назад или более вперед. И здесь аккумулятор будет подсоединяться. Вот такая переделка получилась. И одно только замечание, друзья. Эти моторы, они довольно слабые для этого самолета. Самолет большой, самолет тяжелый, и эти моторы едва справляются. Поэтому, если вы будете делать нечто подобное, то либо ставьте моторы помощнее, с немножко большими винтами, либо может глайдер какого-то другого типа, более легкий, с большим размахом крыльев брать, для того, чтобы он был более устойчив в воздухе и мог понести чуть больше вес. Потому что этот вес оказался для него все-таки тяжеловат. И такой вопрос, друзья. Я все 4 мотора расположил спереди. Как вы думаете, если бы я их расположил сзади, это на что-то бы повлияло или нет? Пишите ваше мнение в комментариях. А теперь давайте приступим к полевым испытаниям. Так, мы пришли на площадку большую. Сейчас будем здесь пробовать запускать этот самолет. Я установил 4 винта. Один из моторов, кажется, вот этот слабо работает. Его нужно менять, но летает с ним. С 2 винтами этот самолет бы не полетел, потому что довольно тяжелый, и для 2 винтов не хватает мощности, чтобы этот самолет мог взлететь. Поэтому нужно ставить 4 мотора. Так, здесь будет место для батарейки. Я его установил в этом месте для того, чтобы сохранить центр тяжести. Потому что если аккумулятор размещать в этом месте, то тогда он сильно носом клюет. Включаем аккумулятор. Так, аккумулятор подключен. Включаем электронику. Так, работаем. Включает пульт. Непонятно. Пульт работает. Так, есть. Соединение есть. Теперь нам нужно его запустить.
чуть-чуть не рассчитал. Папа, классно. Здорово, да, сынок? Да. Ну, для первого раза нормально. Надо потренироваться. Немножко неустойчивый, надо тренироваться. Так, этот самолет мы распаковывали в предыдущем видео. Рассмотрим, что есть в комплекте. Ну, сам самолет, он уже в сборке идет. К нему идут в комплекте шасси, зарядное устройство и 2 дополнительных винта. И аккумулятор идет. Еще один аккумулятор я у себя нашел. Также пульт. Для пульта нужны 3 пальчиковые батарейки. Единственное замечание, вам следует рассчитывать на то, что нужно сделать запасные шасси, потому что шасси, которые здесь были, я потерял в первом же полете. Так, ставим шасси, так, включаем, там мигает лампочка, здесь тоже включаем. Отлично, работает. Ну что, попробуем полетать? Так, ну что, долетались. Этот винт, который здесь чисто для красоты, после нескольких падений он отломался, поэтому его можно спокойно снять, чтобы он не мешал аэродинамике и не мешал полетам. Так что снимаем его и в мусорку. Но самолет летает в принципе неплохо. Единственное, что он плохо справляется с ветром, и он очень легкий, его легко ветром уносит. Это нужно учитывать. Также нужно сразу же сделать запасные колеса. Итак, друзья, что по результатам? Самодельный самолет летает, вполне себе такой неплохой самолет, но у него слабые моторы. То есть моторы с квадрокоптера просто не справляются с такой мощностью, с мощностью такого большого самолета, с таким весом. И также не совсем подходящая аэродинамика именно у этого самолета. Если посмотреть, то заднее крыло, оно сделано немножко вот так под углом, для того, чтобы самолет мог делать вот такие вот пикирующие действия, то есть летать петлями. И поэтому, когда даешь немножко больше газу, он задирает сильно нос вверх. Из-за этого происходит такое, как бы он носом вверх поднимается, почему-то начинает электроника глючить и выключается. Может, потому что электроника пытается по гироскопу определить положение, выровняться, а ничего не происходит, и он отключается, возможно, из-за этого. Но так или иначе, ситуация такая, что именно этот самолет, именно этот планер не совсем лучший вариант для того, чтобы сделать радиоуправляемый самолет. Нужно поискать что-то другое. Ищите модели, где задние крылья стоят нормально, без вот такого вот подъема вверх, то есть без вот такого вот подъема вверх. Эта модель не подходит. Но в принципе летает. И летает нормально. По купленному самолету. Самолетик классный, прикольный. Он очень легкий. Значительно легче, чем самодельный, чем этот самолет. Летает далеко, управляемый хорошо. Также у него есть на пульте вот эта вот кнопочка правая. Я не показал ее в работе. Эта кнопка переключает режим управления. По умолчанию стоит плавный режим. Когда я делаю повороты, например, влево либо вправо, то он не спеша так наклоняется, не спеша вправо поворачивает, влево. Но если переключиться в режим, то происходит резкое переключение, очень жесткие повороты. При этом немножко теряется мощность. И надо быть очень аккуратным, потому что стоит повернуть, например, влево, и он моментально влево вот так поворачивает и начинает немножко вниз пикировать. Это тоже нужно учесть. И еще он очень легкий. Его очень легко уносит ветром. Поэтому в ветреную погоду и его лучше вообще не запускать, потому что это может закончиться тем, что вы его не найдете. Поэтому он не для ветра.
Есть модели намного получше этой, и я на эту модель дам ссылку в описании, которая получше. То если вы будете себе покупать радиоуправляемый самолет, лучше берите не этот, а ту модель, которая будет в описании под видео. Ну а так, в принципе, самолет неплохой, им можно летать, но опять же таки не в ветреную погоду. Ну а теперь посмотрим полеты. Какие-то гоняются.